народными командирами. Да ну тебя, хватит болтать. Верно говорю. Спросил политрука. Зачем спрашивать? Спроси. Пусть он увидит, что ты хоть чем-то интересуешься. Наша армия является народной армией. А народной она является потому, что служит трудовому народу. Офицеры капиталистических армий сами являются капиталистами и служат кучке капиталистов. Одну минуточку, Балашов. Товарищ Чонкин чего-то недопонял. В чем дело, товарищ Чонкин? У меня вопрос, товарищ старший политрук. Слушаю вас. Ну? А правда, что Ну, говорите, говорите, Чонкин. у товарища Сталина 2 жены? Что? Что вы сказали, Чонкин? Вы меня в это дело не впутывайте. Видите, товарищи? Враг ищет самое слабое звено в нашей цепи. И кого он находит? Чонкина. Враг в первую очередь обращает внимание на безответственных, недисциплинированных людей. И в лице Чонкина он находит именно такого человека. Отставить! Ложить! Отставить! Ложить! Отставить! Ложить! Отставить! Ложить! Отставить! Ложись! Козел. За что ты так? Опросы дурные задавал. Слышь, мужик, а какая это деревня? Красная. Красная? Ага. Раньше в старые времена называлась Грязная, а теперь Красная, с тех пор, как колхоз у нас. Если я правильно ориентируюсь, Долгов там. Ориентируешься правильно, а Долгов там. А живем мы хорошо. Одного председателя за воровство посадили, другого за растление малолетних, а третий колхозную кассу пропил и повесился. Слушай, у вас в колхозе телефон-то, наверное, есть? Ну так вот, он на телефонном шнуре повесился. Тубареточку подставил. Смотри. Это что? Обалдел, что ли? Крыло сломать хочешь? А что он тебе, не железо, что ли? Из железа, но все равно тяжелее воздуха. Наш сталинский сокол. Ввысь его несет подъемная сила, поэтому летать может. Как раз сейчас не может рухлить. Где у вас телефон? А это Нюрка, почтальонша наша. Ты, лейтенант, чуть было к ней в постелю прям не спикировал. А? Летчик Нюрки прямо в постелью скипировал. Так где у вас телефон? Ну а товарищ? чем плохо-то? Нюрка девка видная, кстати. Даже Степка Курзовка не подкатывал. Она его по боку, а Степка кобель известный. Закрой варежку-то и не пятюка. Его 3 дня в Долгове в милиции продержали за то, что в женскую баню залез. А? В женскую баню залез. Ой, брат, ты старо! Ты Товарищи, смотри, это ты мне давай. начальству позвонить надо, а? Ну-ка. Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза. Волков, щитовод. Лейтенант Мелешко. Совершил вынужденную посадку. Смотрю, вот поле не засеянное, решил примкнуть. Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно. Действуем согласно достижениям науки. Земля отдохнет и опять родить станет. А? Не засеянным почему? Что и как вы сеете, меня это не интересует. Я просто объясняю, почему именно у вас сел. Товарищ сталинский сокол, как наша деревня сверху выглядит? Деревня как деревня, избы точно коробки, люди не больше муравьев. Зато хороша. Ветеран войны. Вот такие вот у нас люди. А
А это у вас хром или шевро? Не знаю, такое получили. А ты сама пошупай и разберешь. Пошупал, да боишься, он Шикоткин боится. У вас позвонить, телефон есть? А зачем же сразу по телефону? Ну, вы прежде осмотрелись, с народом побеседовали. Недостатки у нас, конечно, имеются, но есть и достижения. Достижения имеются. Достижение! Иван Матвеевич! Тимофеич, у меня мотор сломался. Ну так вы сразу и сказали. Коля, Степа, ну-ка давай. Сейчас, ребята, глянь. Ну-ка, отойди. Это не трактор, тут нужен механик, специалист. Лейтенант, эти ребята могут любую железяку на куски разобрать и обратно в одно единое сляпать. Что трактор, что самолет? Разницы нету. Там гайки. Здесь гайки. В одну сторону крутишь, Закручиваешь. в другую сторону. Откручиваешь. Иван Матвеевич, ну сидите! Минуточку! Давай, ну-ка, вы что здесь стали? Ну что, митинг, что ли? Тадыгин, Шикалов, что они здесь зевают? Самолет посмотрели, пилота пощупали. Может, работать пора? Люди добрые, но, к сожалению, грамотные и любопытные страсть. Выпить хотите? Вы мне позвонить дадите или нет? А у нас такая связь, что без пол-литры не разберешься. И садиться вам, конечно, надо было не здесь, а у Староклюквина. Там и ремонтные мастерские есть, и беспорядку побольше, чем у нас. Вот их бы и проверили. Клава, пошла. Электричества пока у нас еще нет, но телефон имеется. Стоят советские танкисты, моей родины сыны, огнем сверху. Ложись! Отставить! Ложись! Отставить! Ложись! Тебя только не хватало. Слышь, старшина, прикажи ему 10 шагов туда-обратно, а сам заткнись. Хорошая мысль, товарищ капитан, спасибо. Чонки! Ты слышишь? 10 шагов туда! 10 обратно! Шагом! Марш! Часть смирно! Товарищ подполковник, за время... Народный! Почему не отвечаешь на звонки? Сам лично удостоверюсь сейчас, что телефон работает, а ты просто трубку не берешь. Вот, пожалуйста. Ей-богу, звонков не было, товарищ полковник. Правда не был, товарищ полковник. Тебя не спрашивают, Завгородний, это твой известный номер. Трубку где поднимать? Ты у меня добьешься. Тут у нас ЧП. Лейтенант Мелешко сел на вынужде, у мотора заклинило, нужно заменить. На складе моторов для У-2 нет, товарищ подполковник. Сам знаю, обещали прислать. А пока там надо поставить какой-никакой караул. Людей нет, товарищ подполковник. Комендантская рота в наряде, 7 человек в лазарете, 12 на лесозаготовках. Говоришь, людей нет. А этот дурью мается? Чонкин, товарищ подполковник. А что это он? Марширует, товарищ подполковник. Вижу, не слепой. Его и пошли туда. Он при кухне. На лошади есть. Старшина, подготовьте Чонкина к несению караульной службы. Выдай ему сухой паёк на неделю, винтовку с патронами, чтобы он там не боялся. Товарищ полковник, нельзя ставить караул, он придурок. Ложись! О, стоит как стол. Я что, косой, что ли? Раз на тебя смотрю, ложиться приказываю, тебе давно ждать пора. Ложись! Завгородный, продолжайте. Пузырь. Ложись! Ложись! Отставить! Ложись! Отставить! Ложись! Ты машину умеешь водить, служивый? Только лошадей. Самолет и лошадь, разницы нет. Залезай.
Самолетом управлять просто. Вот так направо, вот так налево. Сам попробуй. Лейтенант Мелешко. Чонкин, Есть, товарищ подполковник. слушай внимательно. Мы сейчас улетим, а ты останешься на посту. Обязанности часового знаешь? Часовое лицо неприкосновенное. Если кто-нибудь приближается к посту, надо спросить: стой. Кто идет? Стой. Стрелять буду. Никто не может сменить тебя с поста, кроме меня или какого-нибудь генерала. Понял, товарищ подполковник. Старт. Улетели! А у самолета охрану оставили, солдат с винтовкой. Волков, я тебя ненавижу. Хоть бы раз хорошую новость принес. А что тут плохого, Иван Тимофеевич? Без охраны нельзя, все растащут. Знаешь, ведь народ какой. Что тут плохого? Я тебе скажу, что постоянное наблюдение. Борька, пошел! Пошел отсюда! Боря! Попить охота. Так у меня вода теплая из бочки. А, хоть какая. Сразу полегчало. Ой. Сами тоже, видать, деревенские. Неужто заметно? Да у нас тут приезжали городские. Стыдно смотреть, тяпки в руках держать не умеют. Чему их только в городе учат. Известно, чему в сало деревенское жрать. Юр, уже идут. Добрый день! Мне за Наташкой надо. Как его зовут? Не знаю. Холостой? Не знаю. Да, брат, надо сразу спрашивать. Но не впрямую, конечно. А по разговору? Хотя все равно соврет. Да зачем ему врать-то? Да мужики всю жизнь врут. А солдата лучше не спрашивать. Скажи, пусть документ покажет. Там записано. Ну, этот-то хороший. Тоже деревенский. Я бы прежде времени его до себя не допускала бы. Кто допускает-то?
Что, гулящая какая-нибудь, что ли? Вам нравится? У Наташки хорошее молоко. Так это корова Наташка. А я думал, это дочка ваша. Она мне как дочка и есть. У меня вся скотина, что дети. И имена у них у всех человеческие. Корова Наташка, кабан Борька. Куры у меня безымянные, потому что их много. А еще петух Петр Иванович. Значит, петух – это мой сын. Поскольку меня зовут Иваном. А фамилия? Фамилия известна какая. Чонкин. Я вырос в деревне Чонкина, и все, которые там были, жили, были Чонкины. А вы холостой или женатый? Холостой. Хочешь, я служебную книжку покажу? Не надо, я вам верю. Или лучше да. Чего? Ну, покажите книжку. О, овес. Овес. На роддоме растет. А это вас так кормят? Это только когда в карауле. А вообще нам дают кирзу, шрапнель и конский рис. А в сухой паёк, видишь, даже тушенки подкинули. Ой, Чего это вы? я ж про самолет-то совсем забыл, я же на посту. Да кому нужен самолет? У нас же на нем никто летать не умеет. Ну, летать не умеют, а утянуть, небось, что-нибудь умеют. Ой, да что вы, у нас народ такой же, что избы никто никогда не запирает. Ну, ладно. Посижу немножко. Народ у нас теперь, Бабдунин, пошел бдительный и, к сожалению, грамотный. А вот почему, к сожалению? А потому что если только бдительный, то это еще не беда. А раз грамотный, стало быть, доносы писать умеет. Правда ты говоришь, Тимофеич. Но я осторожно. Я вот колхозом управляю, как сверху велят. Но все равно знаю, рано или поздно посадят. Глотни, милок, не пужайся. Похлеще тебя есть разбойники. И живут себе, никого не боятся. Бабдунь, сама знаешь, дела наши колхозные вот так ведь. Ага. А в район мы докладываем вот так. И когда-нибудь рано или поздно случится вот что. Ой, чуть. И муха эта раздавленная. Никто иной, как я. Ой. Кто там? Карасин, что ли? Баба Дуня на молочко. Чего? У нас баба Дуня живет, она самогон гонит. Чистый, лучше водки. Молочко, значит. Баба Дунина. Ну, со встречи. Поди сюда. Зачем? Просто так. Просто так можно и так поговорить. Как это так? Так несподобно. Странно получается. Жила все одна да одна, а тут вдруг вы с неба свалились.
Самолет штука быстрая. Тут дело такое, Нюра. Вас ведь Нюра звать? Мы летчики. Мы специалисты. Каждый что-нибудь умеет. Один снизу вверх, другой сверху вниз. А вы чего умеете? А я специалист по первой части. Жалко, что самолет поломатый. А то бы полетали, да? А если вы хотите, то полетать можно и без самолета. Все вы, солдаты, одинаковые. Сначала побалуйтесь, а потом еще смеетесь. Нет, не мы. Мы все разные. Ты чья такая будешь? Китина, а ты чей? А я сам свой. А я папина и мамина. А ты кого больше любишь, папу или маму? Я больше всех люблю Сталина. Трудовые успехи нельзя повысить без агитационной пропаганды. Понятно? Я тебе говорю, Голубев, нельзя недооценивать наглядную агитацию. Иван Николаевич, я сомневаюсь, что эта агитация на кого-нибудь действует. Ты что, с пьяну меня перекрестил? Слушай, и не сомневайся, я выполняю указания. Учти, я тебя отсюда насквозь вижу. В какой руке у тебя бутылка? Ну вы что, Никонорович, да нет у меня никакой бутылки. Как будто бы я тебя не знаю. Водку лакаешь, а молоко сдаешь с пониженным процентом жирности. Слушай, не повысишь жирность молока, голову сниму. Ты меня знаешь, понял? До свидания. Капитана Милягу. Товарищ капитан, это вас. Алло, капитан Миляга слушает. Здравия желаю, товарищ капитан. Борисов. Товарищ капитан, приглашаю тебя в воскресенье в 6 утра на рыбалку в запретную зону. Мероприятие организовывает полковник Дрынов. Генерал. Ох, извините, товарищ генерал. Там, наверное, рыбы полно. Он отвезет нас в такие места, где без специального пропуска не пускают. Итак, в воскресенье в 6 утра. Добро? Отлично. В воскресенье в 6 часов договорились. Будьте здоровы. Вот видишь, пока я на рыбалке, тебя уже в живых не будет. Волков, что Борисов сказал насчет жирности молока? Сколько у нас? 3,5%. Сделай 4. Как же я сделаю? Я же не корова. Ты не корова, ты счетовод. И поэтому отчеты надо уметь округлять. Ты с ума спятил, Тимофеич. Это же приписка. За это посадят. Если припишешь, может быть, и посадят. А если не припишешь, то точно посадят.
Вань, ну только что это закончили. Вань, ну, может, хватит, да? Ой, ой, нет, 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 нет. Я не могу больше, сволочь, я не могу. Склонил свою головушку на правую сторонушку, на правую, на левую, на грудь свою, на белую. Мы, жители деревни Красные, глубоко возмущены поведением гражданки Беляшовой Анны, местной почтальонши, которая состоит в незаконном сожительстве с Чонкиным Иваном. Беляшова на глазах у наших советских детей и односельчан занимается развратом, забывая о работе. Возмущенные жители деревни Красная. Слушай, Капа, если ты спишь с начальником, не могла бы со мной в постель пойти, а? Мужчина без женщины, что бык без коровы. Пойди окатись холодной водой. Здравия желаю, товарищ капитан. Ну, здравствуйте, друзья. Что приятного ждет нас сегодня? Нас ждет гражданин, которого арестовали вчера. Ладно, веди его. Есть. Здравствуйте, как вообще жизнь-то? Добрый день. Приятного аппетита, ребеночку. Проходи смело, сосед. Удосужился? Кузьма Матвеевич, понимаешь, тут такое дело. Сижу я здесь 10-й день. А гибридов моих не видел. А ты знаешь, что такое гибрид, Вань? Нет, наверное. Если скрестить кошку с собакой, получится гибрид. А как же он будет, лаять или мяукать? Это я не знаю. У меня гибрид растительный. Ты гляди, Ваня, гляди, такого же нигде не увидишь больше. Мой собственный научный гибрид картофеля с помидором. Это как же понимать? Снизу картоха, а сверху помидоры. Так точно. А где же помидор-то? Я не вижу. Ну, рано еще, Вань. Июнь на дворе. К августу поспеет. Знаешь, как называется мой гибрид? Пукс. Путь к социализму. Тебя за этот пукс когда-нибудь посадят. Не обращай внимания, Ваня. Она мне простить не может, что в прошлом году у меня с пуксом, как говорится, фиаско вышло. Все равно посадят. Или в тюрьму тебя, или в дурдом. Странное дело, Ваня. Лист получился картофельный, а корень томатный. Значит, хрен с маком получил. Гибрид. Ничего, друг мой. В этом году меня непременно ожидает успех. Тогда все газеты про меня писать будут. Ты читать-то умеешь, Вань? Вот, за этим я и пришел. Смотри. Паёк мне дали на неделю. А я здесь считаю уже 1,5, и никто за мной не летит. Да. Вот надо бы у начальства в письменной форме спросить, как быть дальше. А я писать не мастер. И у Нюрки на шее сидеть не хочу. Ну что ж, надо написать. Расписаться сумеешь? Сумею. Бумага, чернила есть? А как же, Нюрка почтальоншей работает. Про меня уже писали статью. Селекционер самородок называется. В областной газете не читал? Нет. А напрасно. У меня есть сердце. Не выдержал спекулянт. Капа, почитай какую-нибудь анонимку. Подзаборный Василий Прокопич каждое утро использует газету «Правда» не по назначению, а по нужде большой. К тому же его жена, подзаборная Матрена Петровна, Каждый вечер перед сном, лежа в койке с мужем, напевает «Боже, царя храни». Прошу принять строгие и срочные...
Милиция! Ну, нечто можно старуху так пожать, а? А ты что тут делаешь? Товарищ председатель, пришел проверять хозяйку на предмет установления факта самогоноварения. Ну и как? Факт самогоноварения установлен полностью. Что ты говоришь? Да. Но надо отдать должное, продукция высочайшего качества. Ну, это еще надо проверить. Правильно. Это еще товарищ Ленин, царство ему небесное, завещал. Ты, товарищ, доверяй, но проверяй. Ты имя товарища Ленина не тронь. Оно для каждого трудящегося человека святое. Ну чего тебе? Опять в лагерь захотелось? Ну-ка, налей-ка, я все-таки инспекция. И я. А ты не можешь быть инспекцией. Только тебя никто не выбирал. А я народная инспекция. Здоровье, Тимофеевич. И на твое тоже плечевое. Такая инспекция для здоровья хороша. Кишки и мозги прочищает. Слухи ходят. Колхозы распускать будут. Колхоз, может, и распустят, а лагеря навряд ли. Ты мне уж скажи, этот солдат, который у Нюрки почтальонши живет, он что вообще-то делает? Ну как что? Пистон в Нюрке стоит. Ну, это понятно, а кроме? Товарищ председатель, может, конечно, это от темноты, но народ такую думку имеет. Солдат этот поселился здесь в виде следствия. Что ты мелешь? Какое вообще следствие? Не знаю какого. Но знаю, что недаром он шти варит и в фартуке ходит. Нюрка, если ты упала, не поднимайся. Я сейчас приду, мы вместе поваляемся. Можно войти? Заходите. Я вот так по соседству зашел, чтобы вы не подумали там чего. Никак должностное лицо. Можно присесть? Вы присаживайтесь вот на стул. Рукоделием занимаетесь? Зачем бы не заниматься, лишь бы не заниматься. В газете писали, немцы опять Лондон бомбили. Все-таки умно наши власти распорядились, что подписали с ними пакт. Пусть там империалисты между собой грызутся. Правда, что ли? А я в этом ничего не понимаю. Мы с Нюркой все больше радио слухаем, песни всякие. Вот вы говорите, не понимаете, а донесение пишете. А как же приходится. И корова мычит, когда ее не кормят. А у нас с кормами все в порядке. Зимой, правда, солому все наподмешивали. Но с падежом не вышли за пределы нормы. Если те донесли, что мы пшеницу по снегу сеяли, так сеяли. Ну, и что это было вредительство, я понимаю. Но раз так, ты там напиши, почему мы сеяли. Но это было указание из райкома. Видишь, там приказывают, а нам отвечать. Ну что мне, под билет положить? Пожалуйста. Навсегда в левом кармане у сердца. А ежели в тюрьму, пожалуйста. Я тюрьмы не боюсь. Слушай, председатель, тебе пить надо меньше. Тут ты несешь всякую чепуху. На. Пиши дальше. Пиши, писатель. Только знай, у меня 6. Ты их пошли по деревням милостыню собирать. Может, не подохнут с голоду. Слышь, а как там насчет питания? В лагере-то? Ну? Компот один раз давали. Компот даже дают? Ну, это смотря где. Смотря какой начальник.
Один специально зэков голода морит, а другой, если хочет, чтобы вкалывали, то... А свободное время как? Ну, скажем, культурные мероприятия. Это хорошо. Ну что, кино есть, художественная самодеятельность, душ раз в 10 дней. Да. А потом, ты знаешь, ведь там много всякого народу интересного сидит. Деятели искусств, вообще образованные люди. Значит, говоришь, жить можно? Можно. Если выживешь. Пусти ты, чёрчину, люди ж ходят. Мы сейчас с тобой в избу и под одеяло, и никто не увидит. Пойдем. Нет. Мы сейчас с тобой выше облаков полетаем. Нет, сегодня выходной. Ой, у меня уже круги под глазами, все бабы надо мной смеются. Смотри, говорит Нюрка, как будто не за того. За чего? Сам знаешь, за чего. Так, значит, сегодня дела не будет. Не будет. Хочу посмотреть, как ты по лестнице лазить умеешь. Ну, если только раскрылась да рассыпалась. Да отвернись ты! Ага! Надоело на перине! На сеновале захотелось! Нет! Нет, дурак! Стены же колючие! Нет! После службы думаешь, тут с Нюркой остаться или как? Я не знаю. Я еще молодой, осмотреться надо. Вот правильно, правильно. Закуривай, быстрее помрешь. Нюрка, она... Девка справная. Ну что, свой дом, корова, кабан. Это точно. И самостоятельная. Ни с кем никогда не путалась. Только с Борькой с одним жила. С каким Борькой? С кабаном же, с Борькой. Да ты брось чудить, какого ты еще такого кабана придумал? А что ты удивляешься? Что тут такого? Нюрка девка в соку, ей же требуется. А где мужика взять? Курзов ее обманул, так она, значит, с Борисом. Ну ты сам посуди, ему уж в обед 100 лет. Чего ж она его не режет до сих пор? Ну как же можно со зверем-то? Чего ты волнуешься? Какая разница? Лишь бы мужского пола был. Они так одеялком укроются и лежат, как муж и жена. Ну ладно, пойду я. Пора. Слава Богу, дошла. До писем стала. Хоть на телеге возить. Пока всех обойдешь. Ты че это, Вань? Ничего. Пусти. Отпущу, когда скажешь, куда идешь. Хахаля твоего застрелить. Вот куда, понятно? Хахаля? Это какого ж? Борьку твоего. Вот какого. Борьку? Кабана? Вань, ты случайно не чеканулся? Не знаю я, кто из нас чеканулся! Ты мне лучше, стерва, скажи, когда ты с ним снюхалась! Вань, ты это шутейно, правда?
плечевой бухнул, я с дуру поверил. Ну не надо, ну хватит. Ну, я по глупости ляпнул. У нас народ больно злой, так и норовят друг друга обидеть. Ну, ну хватит. Ну хошь, ну, вот хоть ударь меня, вот хоть поленом, на. И будешь? И то буду. А то оголодал. Кишка кишке бьет по башке. Зараза, ну! Иди отсюда! Ну пусти! Почему не дать, что плечевой правду сказал? А то зачем его здесь держать? Видать, давно да было дело. Раз на то пошло, то вопрос стоит так. Либо я, либо кабан. У тебя 2 минуты на размышление. Я его маленьким взяла. Еще 3 дней ему не было и болел. Я его молоком кормила, ушки платочком завязывала, грелку прикладывала, словно маленькому. Он меня больше всех любит. Если заплачу, подойдет, бывало, об ноги почешется. Хоть животное все понимает. Свинья тебя понимает, а я нет. Я, Нюра, ухожу. Ружье возьму, стрелять не буду. Здорово, сосед! Неужто сегодня под аэропланом ночевал? А что, время теплое, не зима. Слышь, Кузьма Матвеевич, у тебя нет ничего пожевать, а то я голодал. Пойдем ко мне. Заодно посмотришь, как живу. А я, слышь, с бабой своей поругался. Противоречия, понимаешь ли, неотделимые от диалектики. Вот, например, скажем, я и Афродита. Это одно сплошное противоречие диалектическое. Я тебе говорил, Ваня, что нашего сына Гераклом зовут? Не говорил. Звучное античное имя. Ты поменяла пеленки, Афродита, а то провоняешь ребенка насквозь. Тебе проводь, говорит. Веди гостя в избу, пусть понюхает, чем нам жить приходится. Сплошное противоречие. Но из противоречия, Ваня, рождается прогресс. После Пукса приступаю к научным исследованиям, как воспроизвести человечество без участия женщин. А что, малость нос шибает, да? У меня тут удобрение. Я тут разные виды экскрементов, понимаете, дерьма, перемешиваю. Лошадиное, коровье, козье, свиное и нашинское, благодаря чему достигаю удивительных результатов. А к запаху быстро привыкаешь. Я-то уже и не замечаю. К тому же для организма полезно. Неужто вы здесь спите? Во сне, собственно, ингалирую. Если подумать, Ваня, вся наша жизнь из дерьма произрастает и в дерьмо потом уходит. Это в каком же смысле?
Для хорошего урожая нужно удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастает трава. Сорняки и овощи, которые едим мы, животные. Животные дают нам мясо, молоко и так далее. А мы все это опять превращаем во что? В говно. Поэтому, Ваня, происходит круговорот дерьма в природе. Ну как? Вкусно. Вкусно, да? Вот я и спрашиваю, Ваня, зачем же употреблять дерьмо в виде яичек, мяса или молока? А не лучше ли, отбросив ложную брезгливость, вкушать это все в чистом виде? А сейчас, Вань, давай выпьем за все хорошее. За советскую власть, за товарища Сталина. Со встречи. Как самогончик. Первачок, что надо. Думал, дух вышибет. С хлеба или свеклы? Из дерьма, Вань. Как же? Рецепт простой. На кило дерьма кило сахара. Господи, химик чертов! Еще одного ухайдакал! Ваня! Кузьма Матвеевич, Фроська! Война! Это райком? Алле! Есть там кто-нибудь? Алле! Скажи Борисову, что я трезвый. Брось болтать, ответил кто-то. Это райком? Да какая рыба? Мне рыба не нужна. Товарища Борисова позовите. Киев бомбили. Киев бомбили. Причем... Киев бомбили, дубина! А ты мне своей рыбой линию занимаешь. На удар мы ответим ударом. На удар мы ответим ударом. На удар мы ответим ударом. Девушка, то, что у тебя самовар и одеяло сперли, нам на это наплевать. Да ты хоть утопись, а линию освободи. Мне до зарезу с Борисовым поговорить надо. Поняла? Конец известий. Ну что теперь? Мы полностью отрезаны от начальства. Указаний никаких. А народ ждет. С кем война-то? С Америкой? С немцами! С Германией! Да ладно, мать! Немчуру мы быстро одолеем. Ну ты сказал, у немца техника. Что техника? А у нас грязь. Эта война после первого дождя кончится. Немец-то надкормленный. Ну, чего не открывают? Сказали бы, что и как. А может, им пластинку поставить? Заведи им патефон. Ага. Алле! Сергей Никонорович! Это я, Килин, из Красного. Мы тут с Голубевым, сколько тебе дозваниваемся, да связи нет. Положение серьезное, а указаний никаких. Указаний у тебя нет. Не поступали? А ты, когда по нужде ходишь, ширинку сам себе расстегиваешь или ждешь указаний? Ты пойми, Сергей Никонорович, опасаемся как бы политические ошибки не совершить. Проведи митинг стихийный, собери народ.
Народ уже давно собрался. Не понял. Чего недопонял, Сергей Никонорович? Не понял, как это народ собрался, Что он когда говорит? его никто не собирал. Никто не собирал. Поверишь, как только услышали сообщение по радио, сами все сразу сбежались. Услышали по радио, сами все сбежались. Это тебя в какой такой академии учили, чтобы народ без партийного контроля сбегался? Ты же сам говоришь, стихийный митинг. Стихии, товарищ Кирин, надо управлять, иначе анархия получается. Что он сказал? Указание дал? Ты когда по нужде идешь, сам ширинку расстегиваешь или указаний ждешь? Действовать надо. Управлять народом. Иначе это анархия. А если вот слона с паровозом сцепить, а? Кто перетянет? Это смотри, какой паровоз. Чего это вы тут все собрались? А? Что скажешь, Шикалов? Что я скажу? Я жду Шикалов. Вроде сообщение по радио было. Да? Какое сообщение? Андрей, кончай Ваньку валять. Сообщение по радио было, не слыхал, что ли? И что ж там в этом сообщении говорилось, что работать больше не надо, а надо собираться в кучу и создавать толпу? Вам, я вижу, пусть даже война, лишь бы не работать. Так вот, чтобы через 5 минут живой ноги здесь не было. Ответственность возлагаю на бригадиров Шикалова и Талдыкина. Так бы сразу и сказал. Не слыхали, что ли? Ты чё? Давай, давай, работайте! Видать, суждено мне еще одну войну пережить, Алёша! Рассуждай так, Нюра. Если бы здесь был мой командир, он сказал бы: Чонки, замаскируй как следует свой драндулет, чтобы его немец не увидал. А раз тут нет моего командира, значит, я себе сам должен приказы давать. Какой же ты умный, Ванечка. Нюр, знаешь, что я тебе скажу? Нам на политзанятиях говорили, что Бога нет. А мне кажется, что тебя такую один только он и мог сотворить. Заходи, не бойся. Всех разогнал. Всех? Всех. Всех до одного? Толдык один остался. Разогнали. Не надо. Возьми его в помощники, и чтобы через полчаса все как один были перед конторой. Кто не придет, перепишешь. Валяй, чего ждешь? Куда идем? Народ обратно к конторе созывать. А по что же мы их Не разгоняем? знаю, начальство виднее, у них головки. О, какие! Все Ленины. А нам об этом ничего думать. Начнешь думать и думаешь, что ж там дураки-то наверху. Ох ты! Все видим! Хватит. Товарищи, время серьезное.
Поэтому мы собрали этот наскоро нами собранный митинг, чтобы от плеча к плечу, от сердца к сердцу. Короче. Да, и поэтому я передаю слово секретарю нашей парторганизации товарищу Килину. Товарищи, вероломное нападение фашистской Германии на наш Советский Союз нарушило все договоры, которые мы с ней заключили. Наш колхоз за последнее время достиг новых значительных результатов. Проса посеяно на площади 19 гектаров, гороха посеяно на площади 26 гектаров. В этом году мы засеяли на 3,5% больше посевных площадей, чем в прошлом. По надою молока наши коровы не уступают многим. Но, товарищи, наряду с успехами у нас есть и недостатки. Что случилось? Или опять председатель повесился? Раиска, у тебя мало есть? Сколько? Кусков 50. Да ты что, бабка, с ума сошла? Ты их есть, что ли, будешь? Гостей жду. Каждый намыливается. И наш бригадир, товарищ Шикалов, может похвастать героическим поступком. Этот бывший поп Растрига в нетверезом состоянии ударил жену кочергой. Было такое дело, Шикалов, или не было? Опустил голову, молчишь, стыдишься. Нехороший это поступок, не советский. Нас этому ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ни Сталин не учили. И сальцы по мне. Сколько? Ну, годика 2. Не-не-не, полтора. Ты, бабка, что, лук объелась или так одурела? А я все хочу засолить. Ой! Ой, скорей! А то, видишь, все уже двинулись. Мы, конечно, понимаем, что житель является инвалидом гражданской войны, не имея двух ног. Но мы не позволим ему спекулировать этими ногами, которых нет. Его никто не заставляет курьером работать. Но на прополке вполне можно. Что это значит? Шихалов, Талдыхин, это по-вашему митинг, куда все подались? Здравствуйте, хлеборобы деревни Красная! Вы, конечно, знаете, кто я? Это ж наш Люшка. Люшка. Да, это я. Вы, конечно, знаете, что 5 лет тому назад, как лучшая доярка, я лично говорила с товарищем Сталиным. Вот потому я и приехала. Земляки, товарищ Сталин шлет вам пламенный привет! Товарищи мужики, идите и выполните свой мужеский долг до конца. Коварный враг напал на нашу родину. Идите на фронт и боритесь за нее до последнего дыхания. А за нас не беспокойтесь, мы вас заменим. Привет Народному собранию деревни Красная. Наше дело правое, мы победим. Хватит тебе, что прощаться, что здороваться, что мир, что война, способ один. А может, мы не увидимся больше никогда?
И будешь потом жалеть, что не дала Ване Чонкин. А Ваня Чонкин будет уже далеко. Может, уже и мертвый. Все, пора за коровой идти. А я ж тебе поставлю варить. Годен. Товарищ капитан, у меня больное сердце. Пусть ваш доктор еще раз меня послушает. Так он же слушал. Стучит, как мотор. Не годен. Кроме того, я здесь единственный партийный работник. Я даже не Это там представляю... лагал телефоном. В армии тоже нужны политические работники, товарищ Килин. Слушай, председатель, ты давай с этим телефоном кончай. А то меня совсем развезет. Жара. У кого закалка, не развезет. Я чего хотел сказать. Слышь? Запиши меня на фронт вместо Киллера. Пусть он руководит этим колхозом, а я буду воевать. Так доктор же сказал, что у тебя плоскоступие. И печень твердая, как кирпич. А в лагерь берут с любым диагнозом. А здорово было. Они приходят, а за место меня сидит Киллин. Я их каждый день жду. Мне пора. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Сталин говорит. Вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация Опять где-то линия порвалась. Товарищ капитан, боец Чонкин, разрешите обратиться? Валяй. Я стою здесь на посту, и уже месяц, считай. И я даже письмо послал. Что? Вы на посту? А кто вам разрешил его покидать? Крым! На пост! Бегом! Марш! Ну что ты корову-то держишь? Ну что она тебе сделала? Она же дура не Ой, понимает. попал ты, парень! Не завидую я тебе. Давай. Ну что ты с ней будешь делать? Господи, она же умирает. зарежу! Ты, Ира, проклятый. Жила? Говорила тебе, сходи за коровой. Чего ты дерешься? Ну толкнул тебя Чего, Кузьма Матвеевич маленько. Ну, его можно понять, он на этом огороде. Кузьма Матвеевич, не серчай. Ты как ученый знаешь, у коровы нет соображений. Это мое, а это другое. Уйди, приблудный! Пусти, Кузьма Матвеевич, мы тебе с Юркой за огород что-нибудь заплатим. Невежественный человек! Чем ты можешь оплатить мне научный подвиг? Ваня! Знаешь, что это был гибрид мирового значения? Так кто ж гибрид-то был? Без картошки и помидор. А мы тебе и того, и другого дадим, только поврось. Поврось? Убью! Алхимик несчастный, ну погоди, я тебе сейчас... Ой, сейчас будет убийство! Ой, солнышко мое! Солнышко мое! Наташка, отдай!
На колени к тебе прошу. Отдай, пожалуйста. Все, кино не будет. Я думал, кровь прольется. Ваня! Дурачок! Ты ж весь порох на удобрение извел! Ну, сосед, ты не переживай. Вот война кончится, мы и твой, и Нюркин огород весь засадим. Ваня, пошли домой. Горе Лук, он же тебя убить хотел. Ну ты что хотел? Видишь, в каком он расстройстве? Пойдем. Сообщаем, что в нашей деревне Красная скрывается дезертир и предатель родины Чонкин Иван, который проживает в доме Беляшовой Анны и имеет при себе оружие, а также боевую технику в виде аэроплана, который не летает на бой с фашистскими оккупантами, а стоит в огороде без всякой пользы. В период тяжелых для нашей страны испытаний красноармеец Чонкин Иван на фронте не воюет, а занимается похабством во внебрачной связи. Скотина Беляшовой Анны в боевой инициативе допустила преступную потраву опытного участка известного селекционера Гладышева Кузьмы, чем, безусловно, нанесен урон советской науке. Просим унять опасного дезертира и привлечь к ответственности по закону. Бдительные жители деревни Красная. Что ты скажешь, а? Написано, между прочим, левой рукой. У нас все анонимщики пишут левой рукой. Слушай, Капа, ну давай хоть разок-то, а? Ну переспим раз. Пойди окатись холодной водой. Добрый день, друзья. Здравия желаю, товарищ капитан. Ну, что приятного ждет нас сегодня? Интересно, анонимка. Да? Это что, подарок или взятка? Это вещественное доказательство, товарищ капитан. Конфисковал у жида, которого арестовали. Не у жида, у еврея. Веди его сюда. Сейчас приведу. Ну как? Ты был такой необузданный. Не ты, а вы. Мы на работе, а не в постели. Здравствуйте, начальник. Здравствуйте. О, вы тоже еврей? Нет, я не еврей. Правда? Такое интеллигентное лицо. Может, по Хабанику съездить? Нет, не надо, Свинцов. Это интересный дедушка. Он еще, видимо, не понимает, куда попал. Нет, дедушка понимает, куда попал. Этот дом знают все. И я обходил 10-й улицей. Только я не боюсь. И честному человеку нечего бояться. Так Циля моя всегда так говорит. Кого это мы застрелили? Корягина, товарищ капитан, расстреляли. Его дело изъять из картотеки? Ну, конечно. Зачем оно нам, раз его уже нет? Ну, война. Ничего не поделаешь. В область отправлять некогда. Приходится управляться самим. Да, но у вас на столе мои сапоги. Я ими не спекулировал, начальник, я их шил. Скажите мне, какая же это спекуляция торговать, продавать собственными руками сшитые сапоги? Я хочу, чтобы мне объяснили, по какой причине меня арестовал этот ваш идиот. Что за шутки? Свинцов, ну разве можно так обращаться с пожилым человеком? Капа, пиши протокол. Как ваша фамилия, дедушка? Я скажу, только боюсь, у вас будут большие неприятности. Потому что у меня очень непростая фамилия. И какая же это у вас такая фамилия непростая? Сталин. Как ты
ты смеешь называть себя именем, которое для всех свято? Жидовская морда! Вы еще не знаете. Вы не представляете, что с вами будет, когда вы увидите мой документ. Свинцов, где его документы? Не знаю, я не смотрел. Ну так посмотри, мать твою! Всем выйти! Вон! Здравствуйте, товарищ Сталин! Здравствуйте, здравствуйте. Мы уже с вами здоровались. Значит, вы папа товарища Сталина. Испугался бандит. Ай, скотина, скотина. Где же я теперь возьму такие зубы? Мы сделаем вам новые. Хотел бы я знать, где. Да, но товарища Сталина зовут Иосиф Виссарионович, а не Иосиф Моисеевич. Свинцов! Не зовите сюда этого идиота, если до кого дойдет, что вы задержали и били Сталина. Пусть не того Сталина, даже не его папу, но Сталин. Вы даже не представляете, что с вами будет. Вы меня звали, товарищ капитан? Пошел вон! Вот паспорт. Вот ваши сапоги. Мы с вами не виделись. Ясно? Не ясно, мы же с вами видели. И вы мне сломали протез. Я дам распоряжение, вам сделают новый протез. Капа, выпиши товарищу направление в поликлинику. Может, вы его еще на курорт отправите? Люблю Крым. Жемчужина юга. Только боюсь, скоро туда войдут немцы. А почему бы нам его не расстрелять? Ситуация нам позволяет. Пиши, Капочка, пиши. Ага. Свинцов! Завтра утром едем в Красное. Приготовь ордер на арест. Дезертиром займемся. Еще! Давай, ну! Еще давай! Я ж до Красного далеко. Недалеко уже, чтобы врон быть видно. А вам там кого? Дезертира! Прокопов, не болтай! Чего я сказал такого? Что сказал? Ваня! Ваня, за тобой идут. За мной! Наконец! А я думал, забыл. Да не твои, не солдаты, не КВД, дезертиры ищут. Ну пускай нам что. Ваня, да дезертир это ж ты. Я? Ну а кто ж еще-то? Нюрка, ты что-то не то несешь. Я часовой, а не дезертир. Я с поста не сбегал. Спрячься к нему под корыто, там тебя не найдут. Часовой в хлеву не прячется, часовой на посту стоит. Стрелять их будешь. Не тронут? Не буду. А если попробуют? Во! Ваня, ты не сопротивляйся, это ж серые, они ж тебя убьют. Я же часовой, Юра. Ну давай на всякий случай попрощаемся.
Где председатель? Где председатель? Где председатель? Председатель где? Глухонемой. Слушай, глухонемой, нам тут одного мужика найти нужно. Мужика, понимаешь? Мы его должны, руки вверх, понимаешь? Гляди, бумагу жрет. Интересно, зачем, а? Люди нас так боятся, Свинцов, что это даже затрудняет нашу работу. Чего тебе здесь надо? Я колхозный счетовод Волков. Знаешь этого человека? Не знаком. Так ты что, не знаешь даже, кто это? Полегче, Свинцов. Это наш председатель колхоза. Выходит, он председатель, ты счетовод, и вы даже не знакомы друг с другом. Мы встречались только по службе. Личных отношений не было. Ты нас боишься, а? Товарищ капитан тебя вежливо спрашивает. Так ты, падла, ему вежливо отвечай. Тебе нечего бояться. Солдат Чонкин – дезертир. Где его можно найти? Он у почтальонши живет. Стой, кто идет! Свои! Стой, стрелять буду! Не стреляй! Ты арестован! Вы что, глухие? Я же сказал, буду стрелять! Боец Чонкин, у меня ордер на твой арест, подписанный прокурором. Сейчас же бросай оружие и сдавайся. Я не могу! Мой командир мне сказал, тебя сменить могут или я, или какой-нибудь генерал. Я капитан Чонкин! А этого мало. А потом у тебя форма другая, у наших такой нету. Чонкин, мы сейчас встанем и подойдем к тебе. Вот ордер на твой арест. Не вздумай стрелять! Я буду стрелять! За Родину! За Сталина! Вперед! Ты что наделал, паскуда? Ты прострелил печать с гербом Советского Союза! А я охотник, как белки в глаз! Обходи его с другой стороны. А ну бросай пистолет, а то заколю! Всем нельзя! Кто шевельнется, сразу стреляй! Сучка белобрысая! Ваня, он обзывается! Я еще раз обзовется, башку прострелю. Вы окружены. У меня 3 детей. Не дайте крови зайти, перевяжите. Перевяжем, перевяжем. Мы вас сейчас тут всех перевяжем. Товарища Борисова, пожалуйста. Сергей Никонорович, вас Голубев беспокоит. Я хочу сообщить вам... Я тебя плохо слышу. Товарища Милягу и его бригаду. Ну, тех самых, которых Чонкин со своей бабой арестовал. Кто?
Чонкин и его банда? Ну да, Чонкин и его баба. Слушай, Дринов, звонят из Красного. Там орудует какой-то Чонкин и его банда. Взяли Милягу. Спроси, большая банда? Голубев, ты меня слышишь? Я тебя очень плохо слышу. Скажи, большая банда. Нюрка интересуется, козлище. Алло, ну как тебе сказать? В полной силе. Банда Чонкина вооружена до зубов. Товарищ генерал, 136-й пехотный полк следует на вокзал. Вот туда. 136-й пехотный полк следует в район деревни Красной, вон туда. Окружить ночью, окопаться, операцией буду руководить лично я. Все. Есть. Полк! Добрый вечер. Матвеич, заходи. Война, думаю, всякому может случиться. Ваня, простим друг друга. А, ты со своей самогоночкой? Как раз для гостей подойдет. Вот так повернешь. И сразу можешь стрелять. У меня в 12 разбуди, я тебя сменю. Вань, А, а что если нам на твоем самолете улететь? у него же мотор поломатый. А ежели бы он летал, меня бы тут не было. Ваня, а мне Степка Курзов говорил, что если мотор не чинить, а просто дать ему отдохнуть, как человеку, он обратно заработает. Сам. Глупости какие. А мне сон приснился, Вань. Будто мы летим с тобой по небу, и всей нашей деревни рукой машем. А небо голубое-голубое, и мы плывем, словно птицы. Далеко-далеко. Да. Так то сон. На месте! Ты! Разойдись! Сколько у нас снарядов для пушки? 3, товарищ генерал. Сколько у нас пулеметов? Всего 4. Это уже прилично. Иди сюда. Значит так, пулемет номер 1 подтянешь вот сюда, к колхозной конторе. Я убежден, что ихний штаб находится именно там. Пулемет номер 2 поставишь вот сюда. Пулемет номер 3. Товарищ генерал, у нас пулеметов достаточно, но патронов к ним нету ни одного. Уснули, что ли, Орленок? Я ласточка.
Орленок, орленок, я ласточка! Орленок! Орленок, я ласточка! Орленок, я ласточка, орленок! Хочу по нужде. Тебе мотню расстегнуть или сам справишься? Сам достану. Смотри, как дерну, отзывайся. Капитан, ты там уснул, что ли? Или ты веревку проглотил? Идешь? Товарищ полковник, языка принесли. Ласточка, ласточка, я орленок. Какого хрена не отвечаешь? Это, пожалуй, труп, а не язык. Товарищ полковник, это Филюков вот так уделал, как грохнул прикладом по черепу, аж зазвенело. Ну что ж ты, Филюков? Это ж надо ж так суметь. Ни формы, ни знак различий не различить. Ласточка, ласточка, я орленок. Товарищ генерал, разрешите доложить? Докладывай. Сержант Сырых и рядовой Филюков только что вернулись из разведки. Взяли языка. Да это интересно, он что-нибудь рассказал? Не сказал ничего, он без сознания. Разведчики, когда брали его, перестарались. Приложили прикладом по черепу. Молодцы. Ну что это за язык, если он без сознания? Кто был в разведке? Сырых и Филюков. Сырых расстрелять. Филюков его ударил, товарищ генерал. Филюкова расстрелять. Товарищ генерал, у Филюкова детишек двое. Товарищ Лапшин, по-моему, я отдал приказ расстрелять не детишек, а Филюкова. Есть. Расстрелять Филюкова. Ласточка, ответь орленку. Гутен Морген. Гутен Морген, хер. Der Name? Их? Я. Ich bin Капитан Миляга. Was? Капитан Миллек. Миллек. Verstehen? Verstehen Sie, Herr Oberst? Ich sage alles, ja? Und du nicht kaputt, ich, ja? Ja, aber du musst sagen ganz Pravda. Wissen Sie, was ist das Pravda? Правда? Ja, ich wissen. Ich bin ist arbeiten in russisch Gestapo. Gestapo? Ja, ja. Haben Sie in Gestapo много kommunisten strilliert? Ja, natürlich. Und Kommunisten und Bespartinen. Alles wir strilliert. Piff, paff, sech. Du Hund!
Wo ist твой Verband disloziert? Kein Hitler! Сталин капут! Du, schmutzig, черт, как сказать свинья? Schwein! Спасибо. Du schmutzig Schwein. Wo sind deine Soldaten und wie viel? Dort ist Haus, Potsdam, Frau und dort ist Tschonkin. Hat Flugzeug und mein Gruppen, russisch Gestapo, ist dort связаны Веревкин, verstehen? Товарищ генерал, младший лейтенант Букашев, допрошенный мною язык, оказался офицером гестапо Миллигом, признался, что участвовал в расстрелах коммунистов и беспартийных советских граждан. Гестапо ведь ведет себя как фанатик, выкрикивает «Хай Гитлер» и «Сталин капут». Отлично, Букашев. Гестаповца расстрелять. Есть! Я вот узнал, что у вас боеприпасов нет. Так точно, товарищ генерал. Ну как же так, черт побери, а? Боеприпасы мы должны были на вокзале получить. Завтра на рассвете начинаем атаку. Огонь! Юрка, немцы. Лапшин, дурак, зачем ты сортир-то разнес? Я же тебе приказывал, стреляй в дом, а ты куда стреляешь, идиот? Врага надо уничтожить, балбес. Это немцы, ну-ка. Они, дураки, думали, что у нас в России всегда снег, даже в июле. На что, других маск-халатов нет? Только такие, товарищ полковник. А генерал именно такие требует? Именно такие. Но он не знает, что они белые. А почему не стреляют? Не получили снаряды. А генерал знает? Знает, приказано атаковать зажигательными бутылками, а потом на штыки, как в 17-м. Давайте! Гляди, по-русски болтают, обдурить хотят. Русские не сдаются! Ну ты, Нюрка, голова! Ну-ка, шмальни по этим немцам! Лапшин! Мать твою идти! Почему у тебя бутылки-то не горят? Сам не понимаю, товарищ генерал. А их поджигают? Приказа не было поджигать, товарищ генерал. Приказ был только бросать. Лапшин, идиот, сволочь! Немедленно передай командованию и отправляйся под арест! Вперед! Уведи Борьку отсюда. Боря, пошли. Лапшин! Вы что там спите, что ли? Когда вы, наконец, в дом попадете? Для чего у вас пушка? Огонь!
Это Чонкин? Да, это Ваня Чонкин, мой муж. А это кто? Откуда я знаю? Командир какой-то. Генерал. Я что, сплю, что ли? Нет, не спишь. Товарищ генерал, боец Чонкин. За время вашего отсутствия никакого присутствия чужих... Чонкин, скажи мне честно, ты один тут воевал? Нет, не один. А с кем? С Нюркой. Чонкин, ну ты герой. От имени Родины Матери я награждаю тебя медалью. Отставить! Товарищ генерал Чонкин, дезертира должен арестовать. Где ордер? Вот ордер на его арест, подписанный прокурором. А где печать? Расстрель на бою. Товарищ генерал, разрешите нам самим этим заняться. У нас здесь... Ваня! Я ж говорила, ему надо отдохнуть как человеку!